Урок 1. Поиск правильного направления. Простите, вы знаете, где находится ближайший продуктовый магазин? Конечно, слева от вас всего несколько кварталов по этой улице. Отлично, спасибо за указание. Добро пожаловать. Я с радостью помогу. Я благодарна за это. Я новичок в этом районе и все еще осваиваю свои силы. Совсем без проблем. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие рекомендации в городе. Подойдет. Мне придется больше исследовать окрестности. Это очаровательный район с множеством отличных местных магазинов и ресторанов. Я с нетерпением жду возможности их открыть для себя. Урок 2. Изучение новых впечатлений. Привет, Анна. Я слышала, что в эти выходные в парке проходит музыкальный фестиваль. Другие — это прекрасный опыт. Мы можем выучить новые песни и познакомиться с новыми людьми. Звучит как раз в моем переулке. Обожаю живую музыку. Совершенно верно. Это отличная возможность погрузиться в местную культуру. Не могу дождаться. Планируете ли вы посетить мероприятие? Да, я бы не пропустил это. Это одно из моих любимых ежегодных мероприятий. Отлично. Если хотите, мы можем пойти вместе. Я была бы очень рада. Будет интересно поделиться опытом. Замечательно. Значит, это свидание. Урок 3. Совмещение работы и семьи. Эй, как поживает твоя мать? Это ее любимое время. Это время, которое она проводит с нами. Моя мама работает с понедельника по пятницу. Понимаю. Наверное, ей приятно отдыхать на выходных. Совершенно верно. Она очень ценит такое качественное время, проведенное с семьей. Могу себе представить. Баланс между работой и личной жизнью очень важен. Действительно. Она всегда была предана своей работе, но семья превыше всего. Это достойно восхищения. Иногда трудно найти баланс. Вы правы. Но за эти годы ей это удалось. Рада это слышать. Семья очень ценна. Урок 4. Приоритизация здоровья. Привет, Анна. Как вы заботились о своем здоровье в последнее время? Привет, Джон. Да, я стараюсь больше сосредоточиться на своем благополучии. Приятно это слышать. Какими видами деятельности вы занимались? Я стараюсь включить в свой распорядок больше упражнений. Отлично. Физическая активность очень важна для здоровья в целом. Совершенно верно. Я также стараюсь питаться более здоровой пищей. Замечательно. Правильное питание также имеет ключевое значение. Определенно. Я стремился к сбалансированной диете с большим количеством фруктов и овощей.
Это похвально. Забота о себе должна быть главным приоритетом. Урок 5. Изучение вариантов транспорта. Эй, как лучше всего передвигаться по городу в наши дни? Прогулки, безусловно, тоже являются жизнеспособным вариантом. Понимаю. Общественный транспорт тоже хороший выбор. Совершенно верно. Системы автобусов и метро достаточно надежны и доступны по цене. Приятно это знать. Я тоже подумываю купить велосипед. Езда на велосипеде – отличный выбор, особенно для поездок на короткие расстояния. Это был бы отличный способ заняться спортом и уменьшить выбросы углекислого газа. Именно так. Город довольно удобен для пешеходов, поэтому велосипедные прогулки будут отличным вариантом. Замечательно. Мне придется разобраться в этом подробнее. Урок 6. Варианты питания. Вы знаете здесь какие-нибудь хорошие рестораны? Я слышала, что только что открылось новое прекрасное итальянское заведение. А, звучит восхитительно. Давай попробуем. Абсолютно. Уверена, еда будет изысканной. Отлично. Может, мы сейчас туда отправимся. Конечно. Я голоден. Замечательно. Не могу дождаться, когда смогу попробовать их блюда. Я тоже. Я слышала, что у них тоже потрясающий выбор вин. Великолепно. Бокал хорошего вина идеально подойдет. Действительно. Это должен быть восхитительный вечер. Согласен. Может, мы отправимся в путь. Урок 7. Продолжение путешествия. Вы предлагаете нам пойти дальше. Как насчет того, чтобы продолжить наше путешествие по сельской местности? Отличная идея. Сельская местность звучит прекрасно. Замечательно. Я слышала, что пейзаж захватывает дух. Чудесный. Мне не терпится увидеть холмы и причудливые деревни. Точно. Это будет освежающая смена темпа. Я согласен. Спокойная передышка от городской суеты. Точно. Должны ли мы немедленно отправиться в путь? Да, давайте не будем терять ни минуты. Мне не терпится исследовать окрестности. Великолепно. Это будет восхитительное приключение. Урок 8. Дизайн бумеранга. Вы слышали об охотничьей палке, известной как бумеранг? Да, конструкция бумеранга примечательна тем, что его можно бросить таким образом, чтобы он вернулся к метателю. Точно. Уникальная аэродинамика позволяет ему изгибаться назад. Увлекательно. Меня всегда интересовала инженерия бумеранга. Действительно, это свидетельство изобретательности коренных жителей, создавших его. Совершенно верно. Бумеранг
Настоящее чудо инженерной мысли. Совершенно верно. Мне бы очень хотелось когда-нибудь увидеть его в действии. Это было бы замечательно. Наблюдать за умелым метателем бумерангов, должно быть, просто завораживает. Я согласен. Это навык, которому мне бы очень хотелось научиться. Урок 9. Наблюдение за прохожими. Мы могли смотреть на проходящих мимо людей, пока мы сидели там. Да, наблюдать за окружающим миром всегда интересно. Действительно, никогда не знаешь, на какие интересные достопримечательности можно наткнуться. Совершенно верно. Наблюдать за людьми может быть очень интересно. Согласен. И мы даже услышали нашу любимую песню «Баттерфляй». Как восхитительно. Наверное, это был приятный сюрприз. Так оно и было. Такие счастливые моменты делают день ярче. Я полностью согласен с этим. Эти маленькие радости жизни поистине бесценны. Точно. Зачастую именно простые удовольствия приносят наибольшее счастье. Урок 10. Наслаждение сезонными фруктами. Увиденные нами фрукты можно есть такими, какие они есть. Совершенно верно. Всегда полезно мыть фрукты перед употреблением в пищу. Действительно, обеспечение надлежащей безопасности пищевых продуктов имеет решающее значение. Точно. Особенно со свежими спелыми продуктами. Да, с этим важно обращаться осторожно. Определенно. Откусывание сочных и ароматных фруктов может быть приятным занятием. Я согласен. Прилив сладости так освежает. Именно так. Сезонные фрукты. Настоящее наслаждение. Согласен. Это идеальный способ насладиться щедростью природы. Урок 11. Поход за продуктами. Позже я планирую пойти за продуктами. Хочешь присоединиться ко мне? Звучит удобно. Мне все еще нужно пойти на кассу. Замечательно. Мы можем пойти вместе и разделить расходы. Отличная идея. Мне тоже нужно забрать несколько вещей. Отлично. Давайте составим список, чтобы ничего не забыть. Хорошая мысль. Какие товары вам нужно купить? Мне нужно купить свежие продукты, немного мяса и немного предметов домашнего обихода. Мне нужно будет купить молочные продукты, выпечку и предметы личной гигиены. Хорошо, давайте разделим список и будем делать покупки эффективно. Согласовано. Это сэкономит нам время и деньги. Совершенно верно. Я с нетерпением жду нашего похода за продуктами. Я тоже. Всегда приятнее ходить по магазинам с другом. Действительно, это будет приятная и продуктивная прогулка. Уверен, что так и будет. Может, нам сейчас уйдем. Да, пойдем. Чем раньше мы начнем, тем быстрее закончим.
Урок 12. Осмотр заказа в магазине. Это удобно. Мне все еще нужно пойти на кассу. Нет проблем. Я присоединюсь к вам в очереди на кассу. Отлично. Мы можем оплатить наши товары вместе. Отлично. Я готов выехать в любое время. Хорошо. Давайте найдем открытый реестр и сделаем это. Звучит неплохо. Я последую твоему примеру. Идеальный. Я вижу линию, в которой всего несколько человек. Замечательно. Это должно ускорить процесс. Совершенно верно. Я начну разгружать свою тележку. Я сделаю то же самое. Мы скоро уйдем отсюда. Я согласен. Поездка по магазинам прошла гладко. Действительно. Я рада, что мы решили пойти вместе. Я тоже. Всегда лучше быть в компании. Урок 13. Обсуждение подхода Линкольна. Говоря, что подход Линкольна к этому вопросу был реалистичным и гуманным, почти все историки сходятся во мнении, что действия Линкольна были более сложными. Это интересная перспектива. Не могли бы вы подробнее рассказать о сложностях подхода Линкольна? Конечно. Хотя политику Линкольна часто рассматривали как проявление сострадания, ему также приходилось балансировать конкурирующие интересы и принимать трудные решения. Понимаю. Можете ли вы привести несколько примеров сложностей, с которыми он столкнулся? Что ж, его прокламация об эмансипации стала важным шагом на пути к прекращению рабства, но ее применение также имело ограничения. Ах, я понимаю. Это было непростое или однозначное решение, не так ли? Именно так. Линкольну приходилось ориентироваться в политическом ландшафте и принимать прагматичные решения, даже если они не всегда соответствовали его личным убеждениям. Это справедливая оценка. Историкам часто трудно оценить нюансы исторических личностей и событий. Совершенно верно. Наследие Линкольна сложное, и важно понимать контекст и трудности, с которыми он столкнулся. Урок 14. Решение проблем. В последнее время я немного ошеломлена. Понимаю. Что тебя беспокоило? Работа была довольно сложной, и мне трудно найти баланс между работой и личной жизнью. Это понятно. Также важно заботиться о себе. Именно так. Мне нужно уделять приоритетное внимание своему благополучию, но это легче сказать, чем сделать. Понимаю. Испробовали ли вы какие-либо стратегии управления рабочей нагрузкой? Я пытался сосредоточиться на одной задаче за раз, но это было непросто. Это хороший подход. Рассматривали ли вы возможность делегирования полномочий или обращения за помощью? Отличная идея. Мне следует обратиться к своим коллегам и посмотреть, могут ли они помочь в решении некоторых задач. Именно так. Командная работа может существенно повлиять на управление тяжелыми рабочими нагрузками. Вы правы. Я обязательно попробую. Спасибо за совет.
Я с радостью помогу. Не забывайте делать перерывы и уделять приоритетное внимание своему благополучию. Я так и сделаю. Важно оставаться сбалансированным и здоровым. Урок 15. Обнаружение такси в отеле. На дверях такси будет изображен логотип отеля, поэтому его будет легко заметить. Отлично. Это упрощает идентификацию. Действительно, нам не придется беспокоиться о том, что мы выберем неправильный транспорт. Определенно. Всегда приятно, когда есть четкие визуальные подсказки. Совершенно верно. Это избавляет нас от необходимости пытаться пометить нужное транспортное средство. Именно так. Мы можем просто ознакомиться с брендом отеля и подключиться к нам. Точно. Это простой, но эффективный способ добраться до места назначения. Я согласен. Это удобная функция, которую отели часто предоставляют своим гостям. Совершенно верно. Это повышает уровень комфорта и уверенности в путешествиях. Согласовано. Мы можем расслабиться и насладиться поездкой, зная, что мы в правильном такси. Именно так. Именно такие мелкие детали имеют большое значение. Совершенно верно. Я рад, что в отеле есть эта система. Я тоже. Нам стоит беспокоиться на одну вещь меньше. Определенно. Пойдем поищем такси в отеле. Да, пойдем. Я готова начать это путешествие. Урок 16. Идеальная сделка. У меня для вас отличное деловое предложение. У меня все уши. Что это такое? Я нашла идеального поставщика для нашей новой линейки продуктов. Отлично. Каковы подробности? Цены непревзойденные, а качество на высшем уровне. Звучит многообещающе. Когда мы можем ожидать доставки? Поставщик гарантирует быструю доставку после размещения заказа. Фантастическое. Я рассмотрю контракт и скоро свяжусь с вами. Замечательно. Я с нетерпением жду ваших отзывов. Уверен, что это будет прибыльное предприятие. Я тоже. Эта сделка слишком хороша, чтобы от нее отказываться. Урок 17. Учет дресс-кода. В эти выходные у меня запланировано мероприятие. А, в самом деле, что это за событие? Это официальный гала-концерт, организованный моей компанией. Понимаю. Вы уже решили, что надеть. Пока нет. Я все еще пытаюсь найти идеальный наряд. Что ж, вам нужно убедиться, что вы соответствуете дресс-коду. Совершенно верно. Мне нужно будет подумать о подходящей одежде. Действительно, для официальных мероприятий часто требуется элегантная одежда. Вы правы. Я учту это при покупках.
Урок 18. Успокаивающая сельская местность. Я планирую уехать на выходные. Звучит прекрасно. Куда ты собираешься пойти? Я подумываю о загородном отдыхе. Сельская местность. Это такая мирная идея. Да, мне нужно сбежать от городского шума и суеты. Свежий воздух и окружающая природа могут так омолаживать. Именно так. Я надеюсь найти уютную хижину в лесу. Какой прекрасный способ расслабиться и зарядиться энергией. Я с нетерпением жду этого события. Все будет идеально. Урок 19. Приходит новый сосед. У меня новый сосед, который только что переехал. А, это захватывающе. Вы с ними уже познакомились. Да, у меня была возможность представиться раньше. И как все прошло. На что они похожи? Она выглядит очень дружелюбной и вежливой. Приятно это слышать. Всегда приятно иметь доброжелательного соседа. Действительно, я с нетерпением жду возможности познакомиться с ней поближе. Уверен, вы скоро станете друзьями. Надеюсь, что да. Всегда приятно иметь рядом дружелюбное лицо. Урок 20. Потерянное сокровище. На днях я услышал самую интригующую историю. А, в самом деле. О чем шла речь? Судя по всему, местная жительница нашла спрятанное сокровище. Скрытое сокровище. Как увлекательно. Что произошло? Она шла по полю и наткнулась на большой горшок. Горшок с сокровищами. Наверное, это было настоящим открытием. Да, но история становится еще интереснее. Расскажи. Я стою на краю сиденья. Оказывается, горшок был наполнен ценными монетами и драгоценностями. Ух ты, какая неожиданная прибыль. Надеюсь, она смогла на это претендовать. Это самое сложное. Законный владелец до сих пор неизвестен. А, понятно. Надеюсь, она сможет разыскать владельца. Я тоже. Было бы обидно, если бы такое сокровище осталось невостребованным. Урок 21. Пожертвование одежды. У меня так много одежды, которую я никогда не ношу. Что мне с ними делать? Отличная идея. Тебе следует подарить одежду, которую ты не носишь. Пожертвовать их? Где я могу их пожертвовать? Есть много благотворительных организаций, которые принимают пожертвования на одежду. Вы можете заглянуть в местные приюты или благотворительные магазины. Это хорошие предложения. Лучше подарить их, чем просто оставить их в моем шкафу. Точно. Кому-то еще может пригодиться эта одежда. Вы правы. Я соберу сумку с одеждой, которую не ношу, и отдам ее в местный приют.
Замечательно. Уверен, они будут благодарны за пожертвование. Я рада, что подумала об этом. От этого выигрывают все. Я избавляюсь от ненужной мне одежды, и она может принести пользу кому-то другому. Совершенно верно. Пожертвование неиспользованных вещей– отличный способ избавиться от беспорядка и помочь сообществу. Я сделаю это в эти выходные. Спасибо за совет. Урок 22. Посещение деревни. Я только что приехал из большого города, чтобы посетить нашу деревню. А, как чудесно. Люди здесь, должно быть, рады видеть тебя. Кажется, им очень нравится убегать от оживленных улиц города. Уверен, что более медленный темп и более спокойная атмосфера– приятная смена обстановки. Да, здесь так тихо и спокойно. Приветственный отдых от шума и суеты. В деревне есть определенный шарм, который город не может повторить. Совершенно верно. Я рада, что нашла время приехать и испытать это на себе. Я рада, что вы здесь, чтобы насладиться этим вместе с нами. Ничто не сравнится с деревенской жизнью. Я согласен. До сих пор это был освежающий визит. Урок 23. Нервозность. Я немного нервничаю из-за этой презентации. Не волнуйтесь, чувствовать себя так перед большим событием– это нормально. Я просто хочу, чтобы все прошло гладко. Куда вы собираетесь на презентацию? Он находится в конференц-центре в центре города. Ах, понятно. Это большое заведение, но оно у вас есть. Надеюсь, что да. Я хорошенько подготовился, но нервы все еще на месте. Не забудьте сделать несколько глубоких вдохов и сохранять спокойствие. У вас все получится. Вы правы, мне нужно сохранять концентрацию и позитивный настрой. Урок 24. Пробуем что-то новое. Я подумываю заняться новым хобби, но немного сомневаюсь. Это захватывающе. Какое хобби вы рассматриваете? Я пока не уверена. Я хочу попробовать что-то совершенно другое. Что ж, я советую попробовать и посмотреть, что из этого получится. Ты так считаешь? А что, если у меня это плохо получается? Не забывайте глубоко дышать и сохранять позитивный настрой. Все дело в впечатлениях. Вы правы, мне не стоит так сильно беспокоиться о том, чтобы быть идеальной. Точно. Важно то, что вы выходите из своей зоны комфорта. Хорошо, попробую. Спасибо за поддержку. Урок 25. Борьба с критикой. В последнее время меня много критикуют, и меня это действительно волнует. Мне жаль это слышать. Справиться с критикой бывает непросто. Я знаю, что мне не стоит позволять этому беспокоить меня, но трудно этого не сделать. Такое чувство понятно. Критика, независимо от того, оправдана она или нет, может причинить вред. Именно так. Похоже, что и те, кто ненавидит меня, и те,
кто одержим мной, имеют свое мнение. Я знаю, что это сложно, но постарайтесь не позволить негативу поглотить вас. Вы правы, мне нужно сосредоточиться на позитиве и не позволять этому сбить меня с толку. Совершенно верно. Оставайтесь сильными и помните себе цену. Мнение других людей не определяет вас. Спасибо. Я благодарю вас за то, что вы выслушали и предложили свою поддержку. Урок 26. Возвращение в воскресенье вечером. В воскресенье вечером я свободен. Тебе это подходит? Да, воскресный вечер мне подходит. Есть предложение о том, что мы могли бы сделать. Как насчет того, чтобы пойти в новый ресторан, который только что открылся? Я слышала, что у них отличная еда. А, звучит прекрасно. Я в настроении попробовать что-то новое. Замечательно. Может, мы забронируем столик. Да, пожалуйста. Это была бы неплохая идея. Хорошо, я позабочусь об этом. С нетерпением жду этого. Я тоже. Это будет отличный способ провести вечер. Согласовано. Будет весело. Урок 27. Приветствия могут быть совершенно разными. Когда дело доходит до приветствий, так много вариантов, не так ли? Ах да, приветствия могут быть совершенно разными в зависимости от культуры и региона. Именно так. Даже в одной и той же стране люди приветствуют друг друга по-разному. Это хорошие замечания. Например, в некоторых частях страны рукопожатие является более распространенным явлением. В то время как в других местах объятия или поцелуй в щеку могут быть нормой. Совершенно верно. Приятно наблюдать за разнообразием приветствий. Действительно, во время путешествий важно помнить о местных обычаях. Определенно. Вы же не хотите случайно обидеть кого-то, используя неправильное приветствие. Совершенно верно. Все дело в уважении и адаптации к местному этикету. Урок 28. Меры безопасности в аэропортах. В наши дни аэропорты принимают более строгие меры безопасности, не так ли? Да, это очень верно. Я заметила это, когда летал в прошлом месяце. То же самое и здесь. Процесс отбора оказался более тщательным по сравнению с предыдущими годами. Действительно. Они действительно принимают жесткие меры по обеспечению безопасности пассажиров. Совершенно верно. Это может быть немного неудобно, но это необходимо для нашей защиты. Я согласен. Это небольшая цена за душевное спокойствие. Определенно. Усовершенствованные протоколы безопасности существуют не зря. Точно. Важно, чтобы мы соблюдали правила. Без сомнения. Безопасность всегда должна быть главным приоритетом в аэропортах. Урок 29. Похоронные услуги. Похороны– мрачное событие, но службы могут немного отличаться. Это правда.
Формат и традиции могут отличаться в зависимости от религии или культуры. Именно так. В некоторых случаях отпевание проводится так же, как обычная церковная служба. Да, с гимнами, молитвами и, возможно, даже проповедью. Совершенно верно. Богослужение обычно проводит духовенство или религиозный лидер. Действительно, это способ почтить память умершего и утешить скорбящую семью. Определенно. Служба может стать значимым способом отпраздновать жизнь усопших. Совершенно верно. Пришло время размышлений, воспоминаний и закрытий. Действительно, обычаи и ритуалы могут быть очень важны для скорбящих. Урок 30. Наслаждаемся летом. Лето может быть довольно жарким, не так ли? Да, бывает очень жарко, особенно в разгар сезона. Солнце так ярко светит, не так ли? Так оно и есть. Длинные солнечные дни идеально подходят для активного отдыха. Именно так. Летом мы часто ходим купаться, чтобы освежиться. Определенно. Это отличный способ побороть жару и повеселиться. Совершенно верно. И летом мы, как правило, проводим много времени на свежем воздухе. Определенно. Теплая погода заставляет нас просто понежиться на солнышке. Согласовано. Летний сезон – поистине прекрасное время года. Урок 31. Поездки на поезде и поездки по живописным местам. Я предпочитаю поездки на поезде. Они более расслабляют и предлагают красивые пейзажи. Это правда, но мне удобнее водить машину. Можешь остановиться где хочешь. Наверное, но поезда позволяют сидеть сложа руки и наслаждаться видом, не беспокоясь о дороге. Хорошее замечание. Пейзаж из поезда часто захватывает дух. Именно так. И вы можете продуктивно использовать время, например, читать или работать. Это справедливый аргумент. Поезда действительно обеспечивают более спокойное путешествие. Определенно. Кроме того, вам не придется сталкиваться с пробками или искать парковку. Это существенное преимущество. Поезда. Это более безопасный вид транспорта. Совершенно верно. Думаю, я выберу поезд для своей следующей поездки на дальние расстояния. Урок 32. Создание площадки для лифта. Мне нужно подготовить презентацию на лифте, чтобы познакомиться с другими. Отличная идея. Поле на лифте может произвести фантастическое первое впечатление. Именно так. Это краткий способ рассказать о моих ключевых сильных сторонах и опыте. Совершенно верно. Главное — сделать его понятным, убедительным и адаптированным к вашей аудитории. Хорошо, мне нужно подумать, какая информация наиболее актуальна для каждой ситуации. Точно. Ваше выступление должно быть адаптировано к различным контекстам и людям, с которыми вы встречаетесь. Хорошие замечания.
Мне нужно будет потренироваться в том, чтобы делать это гладко и уверенно. Определенно. Эффективная площадка для лифта может открыть двери и открыть новые возможности. Мне не терпится поработать над созданием идеального поля. Это важный инструмент для налаживания связей. Урок 33. Преодоление гендерных барьеров в спорте. В предыдущих поколениях хоккей считался спортом только для мужчин и мальчиков. Это правда, но в последние годы отношение изменилось. Совершенно верно. Мы видим, что все больше женщин и девочек участвуют в видах спорта, где традиционно доминируют мужчины. Именно так. Было очень приятно наблюдать за развитием женского хоккея на льду. Определенно. Эти спортсмены бросают вызов гендерным стереотипам и доказывают свои способности. Я согласен. Важно поощрять и поддерживать женщин во всех областях спорта. Конечно. Разнообразие и инклюзивность в легкой атлетике могут оказать сильное влияние. Совершенно верно. Это позитивный пример для будущих поколений. Согласовано. Мы должны продолжать содействовать равенству и устранять барьеры. Урок 34. Неожиданные ароматы. Это блюдо было настолько неприятным на вкус, что моей кошке просто нужно было чем-нибудь смыть вкус изо рта. О боже, звучит совсем неаппетитно. Нет, это было действительно ужасно. Не знаю, что подумал шеф-повар об этом сочетании вкусов. Как обидно. Иногда рестораны действительно не соответствуют требованиям своего меню. Именно так. Это была полная катастрофа. Я не смогла доесть даже ни одного кусочка. Очень жаль. Неприятные впечатления от ужина действительно могут испортить вам настроение. Совершенно верно. В будущем я обязательно буду держаться подальше от этого ресторана. Мудрое решение. Лучше избегать мест, где подают некачественную еду. Определенно. Я бы предпочла найти ресторан, где постоянно подают вкусные и сбалансированные блюда. Урок 35. Обеспечение баланса между работой и личной жизнью. Иногда я чувствую себя подавленной, пытаясь найти баланс между работой и личной жизнью. Понимаю. Бывает непросто найти время для всего. Именно так. Всегда есть над чем работать, и расставить приоритеты бывает сложно. Это правда. Также важно уделять приоритетное внимание уходу за собой. Совершенно верно. Мне нужно лучше устанавливать границы и говорить «нет». Определенно. Чрезмерная приверженность может привести к эмоциональному выгоранию и снижению производительности. Вы правы. Я должен постараться облегчить жизнь всем, лучше распоряжаясь своим временем. Отличный подход. Эффективное управление временем может снять стресс. Я начну с пересмотра своего расписания и определения областей, в которых я могу его оптимизировать. Урок 36. Что делать, если я не знаю, о чем говорить? Не знаю,
О чем говорить сегодня? Есть ли у вас на уме интересные темы? Дай мне подумать. А как же погода? В последнее время было довольно приятно. Ах, да, погода была прекрасная. Идеально подходит для активного отдыха. Совершенно верно. Удалось ли вам насладиться хорошей погодой? Я этим воспользовался. На выходных отправился в приятный поход. Звучит замечательно. Куда вы ходили в поход? Я прогулялся по новой тропе в близлежащем природном заповеднике. Виды были потрясающими. Я собирался заглянуть в этот заповедник. Возможно, мы могли бы как-нибудь пойти вместе. Отличная идея. Я с удовольствием покажу вам все вокруг. Замечательно. Я с нетерпением жду этого. Отлично. Мы сможем спланировать детали позже. Звучит неплохо. А пока есть что-нибудь еще, что вы хотели бы обсудить? Дай мне подумать. Я слышала о новом ресторане, который только что открылся. По-видимому, он неплохой. А, в самом деле, какую кухню они подают? Это фьюжн-ресторан, сочетающий элементы различных кулинарных традиций. Интригующе. Мне всегда не терпится попробовать новые гастрономические впечатления. То же самое и здесь. Возможно, мы могли бы как-нибудь проверить это вместе. Урок 37. Счастье заразительно. Кажется, у тебя сегодня отличное настроение. Я такой. В последнее время я просто чувствую себя счастливой и позитивной. Приятно это слышать. Почему у тебя такое хорошее настроение? Думаю, дело в том, что счастье так заразительно. Когда я нахожусь рядом со счастливыми людьми, это просто поднимает мне настроение. Я согласен. Позитив может быть очень заразительным, не так ли? Совершенно верно. И я считаю, что когда я счастлива, это, как правило, сказывается на окружающих. Отличное замечание. Ваш веселый настрой действительно может украсить чей-то день. Точно. Я верю, что если мы все будем стремиться к большему счастью, мир станет лучше. Не могу не согласиться с этим. Немного позитива может иметь большое значение. Определенно. Удивительно, когда же самые маленькие жесты могут улучшить чей-то день. Совершенно верно. Думаю, нам следует делать все возможное, чтобы делать больше добрых поступков и радовать. В этом я с вами согласен. Давайте сделаем своей миссией больше счастья в мире. Похоже на план. Я уже чувствую себя более оптимистично, просто говоря об этом. Урок 38. Могучая гора МакКинли. Вы когда-нибудь слышали о горе МакКинли? Да, мне это знакомо. Это самая высокая вершина Северной Америки. Верно. Это впечатляющая гора, возвышающаяся на 20 320 футов над уровнем моря.
Ух ты! Это действительно замечательно. Я даже представить себе не могу, каковы масштабы этого. Оно просто огромно. Неудивительно, что ее считают одной из самых грозных гор в мире. Я понимаю, почему это будет непростое восхождение. Сама по себе высота, должно быть, невероятно сложна. Определенно. Экстремальные условия и опасная местность делают его настоящим испытанием на выносливость человека. Могу себе представить, какое чувство выполненного долга испытывают те, кому удалось достичь вершины. Совершенно верно. Это подвиг, о котором мало кто может сказать. Стоять на вершине такой колоссальной вершины, должно быть, впечатляет. Я могу только представить себе захватывающие дух виды оттуда. Наверное, это действительно унизительно. Хотелось бы когда-нибудь увидеть его своими глазами, но, думаю, я буду продолжать любоваться им издалека. Я тебя не виню. Попытка подняться на гору МакКинли не для слабонервных. Действительно. Я оставлю этот вызов настоящим искателям приключений и альпинистам. Мудрое решение. Мы можем оценить величие горы МакКинли, не выходя из уровня моря. Урок 39. Много времени для ужина. Эй, у тебя есть планы на ужин сегодня вечером? Пока нет, почему вы спрашиваете? Я подумала, что мы могли бы попробовать новый фьюжн-ресторан, который только что открылся. А, звучит великолепно. Во сколько ты собирался пойти? Что ж, хорошая новость в том, что они открыты до 10 часов вечера, так что у нас достаточно времени. Отлично. У меня это отлично работает. Замечательно. Значит, будем стремиться к 8 часам. 8 часов звучит отлично. Это даст нам достаточно времени, чтобы насладиться трапезой. Именно так. Не нужно спешить с ужином. Именно так. Я с нетерпением жду возможности попробовать их уникальное меню. То же самое и здесь. Я слышала, что у них действительно интересные вкусовые сочетания. Уверена, это будет восхитительное кулинарное приключение. Совершенно верно. Это будет приятная смена темпа по сравнению с обычными местами для ужина. Определенно. Мне всегда не терпится открыть для себя новые гастрономические впечатления. Отлично. Тогда это план. Я забронирую столик.